Всем привет, друзья! Рядом со мной Fly, и это значит, что у нас будет интервью. Мы находимся на медиа-дне, поэтому у нас есть возможность поболтать со всеми игроками команды Na'Vi, и мы ей воспользовались. Здравствуй, Андрей. Здорово. Как дела? Так, нормально. Нормально. Ну, давай начнем сначала. Я зашла на Ликвипедию, посмотрела, значит, на твою историю. Она начинается в 2011 году. Серьезно? Да. Это Нормальная очень тема. давно. Ну Ты да, помнишь, так давненько. считал вообще, сколько команд ты за это время поменял? Да штук 40, наверное, где-то так. Где-то так. Ну, плюс-минус, да. Есть ли какие-то команды, которые ты вот запомнились, врезались тебе в память? Может быть, не обязательно там организация, а именно вот сами... Конечно, любая команда с Володей по ГГ, когда люди... Ладно, это уже инсайды. Потом команда IC Cup была такая, с двумя белорусами. А все. И потом Empire, Team Spirit и Fly to Moon. Вот это главное. Да, это самое главное. Ну, про Володю по ГГ я поняла, да, врезалась тебе в память. Ну да, там врезалась часто в память. Лично о твоем перформансе ты никогда не менял кардинально позицию. То есть это была либо пятерка, либо четверка, все верно? Да. Не было ли у тебя никогда амбиций или просто желания перейти на другую позицию, может быть, на что-то, на кор-позицию? Ну, я в первой играл на кэри, а потом, когда началась вторая, как-то мы приехали на турнир с Володей. Вот, у нас было там 4 кора игрока, и надо было кому-то сесть на САПа. Володя сказал, ну, играй. Я говорю, ну ладно. Вот с того момента все, я пошло на пятерке играл. И после этого, раз Володя сказал, ты Да, больше решил не менять. Тогда, если Володя сказал, то так делали, да, люди. Ну, а вот после этого уже там во Да, второй а потом уже все, там уже начались профессиональные команды, вот та же IC Cup команда, и на пятерке приходилось играть. Ну, приходилось все-таки. Да, ну, иногда приходилось, иногда было по кайфу, но чаще приходилось. А сейчас? Сейчас по кайфу, сейчас есть Феникс, сейчас можно летать. Феникс. Да, на Фене вообще по кайфу. Ну, хорошо. Больная тема для всего киберспорта, не только в доте. Тут, да, у нас за кадром просто вся команда сидит и мешает. Капитанство. Больная тема для всех. Расскажи, как в Na'Vi сейчас у вас обстоят дела с капитанством? У нас преобладает общее мнение в принятии решений, как-то так. Ну, то есть, если 5 человек сказали разное мнение, то какое мнение То я беру выбираете? на себя ответственность, понятное дело. Но если преобладает большинство, там 3-2, то я выберу там, где большинство. Если мне нравится этот герой, меня поддерживают 2 игрока, и остальные 2 говорят, ну, это тоже неплохо, то я склонюсь к первому варианту. Почему же тебя тогда нельзя назвать полноценным капитаном? Ну, я же говорю, потому что я по факту принимаю не так много самостоятельных решений, а больше, да. Ну, а в игре, когда нет времени вот этот устраивать консилиум, кто колет? В early game я и Роджер больше, а потом уже Кор и Алик по большей части берет на себя ответственность и ведет игру. Ну, какие качества должны быть у истинного капитана? Ну, помимо, может быть, понятно, лидерских. Что вообще у нас в СНГ с этой проблемой сейчас? И кого бы ты мог назвать сильным капитаном в СНГ? Да, Леха Соло, наверное, сильный капитан. Он может, ну, как я понимаю, просто сказать в один момент, мы делаем это, и все закроют рот и пойдут делать это, беспрекословно. Вот это, по-моему, самое важное качество. Ну, то есть он вряд ли говорит это громко. Ну, это говорит о боевой авторитете, да, Да, скорее. как говорит, на самом деле не имеет значения. Можно и так сказать. Угу. Иногда по-хорошему не понимают, надо орать. Ну, не орать, а грубо говорить. Ты орешь на своих тиммейтов? Бывает. Бывает. В игре или так? По большей части на стадии драфта. Серьезно? Конечно. А мешают тебе? Ну, бывает, Или да. ты им мешаешь? Не, они мешают иногда. Иногда песни поют, иногда просто говорят какую-то... Мы материмся? Да. Если ты вспомнишь, наш первый ролик на этом канале с тобой и с Да, Айсбергом, было дело. там мы даже не спрашивали, по-моему. Поэтому я думаю, что Ну, так уточнил, мне день все-таки официальный, правильно? Надо... эта тема уже открыта, так сказать. Ты в интервью говорил о том, что, в принципе, этот TI был бы для тебя последним. Да, было И вот дело. Valve услышали это и отменили Спасибо. TI. Ура! Еще буду играть. Почему ты так сказал? Почему у тебя возникло желание завязать с дотой? Да, как-то лень уже играть, что-то, не знаю, времени не хватает. Чем твое время занято? Да, хочется что-то другое поделать. В Мафи, например, поиграть. Да ладно? Да, ну, как минимум. Я не буду говорить, что еще. Ну, просто времени не хватает уже. А работать где бы ты был? Работать? Ну, если бы не дота, где бы ты работал? Работать? Слушай, ну есть заводы, так что я бы нашел бы себе место. Ну окей, если завтра будет TI, вы его там выигрываете, не выигрываете, Так. неважно. Что дальше? Ты вот действительно просто возьмешь и уйдешь? Ну да, ливну. Хорошо, а что может тебя удержать? Вот если победишь, не уйдешь или наоборот?
Да не, наверное, все равно. Да ничего уже нет. Если Бодя попросит сильно. Может, я без тебя не могу. Нет. Давай сейчас прям уже. Прям сейчас. Время не тратить, да? Мальчик, давай ты заткнешься, ладно? Пока, разговаривают взрослые люди. Тофа уже есть, дружище. Животные. Ладно, продолжаем. Немного давай поговорим о команде. Также из ваших разных интервью, разговоров понятно, что вызовы, с которыми вы сталкиваетесь, они скорее психологические. Ну, по большей что, части, да. и, я так поняла, и произошло там вчера в игре против Liquid. Расскажи, как с этим бороться? Помогает ли с этим как-то буткэмп? Или кто помогает? Что делать? Да больше общаться, приходить к общему, спорить, ругаться и в итоге, налаживать и коммуникацию, и приходить к общему чему-то. Нужно обязательно к чему-то общему прийти, чтобы вы все думали одинаково. Слушай, сейчас все чаще и чаще у команд и организаций появляются и психологи, и тренеры, и аналитики, и диетологи, и все на свете. Вы думали о том, чтобы как-то пополнить состав вашей команды какими-то вот такими саппортами? Да не особо. Там, если психолог, то только одному надо человечку. У него там бывает иногда заскоки. К сожалению, реплику не сказал свою, он должен был огрызаться сейчас. Может, он думает, что я себе? Нет, я не себе. В общем, только психолог, остальные да нет, это все такое, это все. Скептически относишься? Да, конечно. Да, ничего не нужно. Нужно просто хорошо играть, как сказал один раз Silent. Мы играли плохо, и мы сидим после луза, и он говорит: ребят, надо просто хорошо играть, и все. Буткэмп помогает? Вот у вас теперь овер много общения друг с другом. Буткэмп сначала немного нас вернул назад, но сейчас мы начинаем набирать уже форму, так сказать, обратно в строй. Буткэмп вернул назад, в смысле, когда вы переезд, вот это вот все... Да, немножко застопорило, немножко вернулось назад, нужно опять не перестраивать, а нагонять. Ну и напоследок, знаешь, как у Дудя, в чем сила? Вот у меня к тебе вопрос, в чем формула хорошей команды? В химии между игроками. А как дальше всегда, секрет. ничего не понятно. Конечно, я все расскажу? Нет. Хорошо, спасибо тебе большое, удачи вам на ESL One. И спасибо вам, друзья, за просмотр, подписки, лайки, шер, комменты. Всем пока!